Когда мамы не стало, жене было 8 лет. Но он не мог забыть о ней и смириться с тем, что ее уже не вернуть. Каждый день мальчик продолжал смотреть в окно, будто надеясь увидеть маму снова. Она была доброй и отзывчивой, и рядом с ней он всегда чувствовал себя спокойно. Будто она защитит его от всех бед. Женя думал, что мама всегда будет рядом, но вскоре ее не стало. Отца он тоже любил, хотя намного меньше. Сергей был суровым, всегда строго разговаривал с ним, да и в целом постоянно одергивал, будто отдавая приказы. Наталья была другой, мягкой, тактичной и отзывчивой. Когда она была жива, то постоянно напоминала папе, чтобы он меньше злился. Теперь это сделать было некому. Сергей был военным, да и воспитывать сына в одиночку было непросто. Поэтому порядки в семье царили армейские. Дисциплина и наказание за малейшее непослушание. Когда умерла мама, жене пришлось делать почти все домашние дела. Отец постоянно работал. Мальчик научился стирать, гладить, даже готовил сам. Тетя Тоня, жившая по соседству, помогала ему. А потом, когда он стал взрослее, то и сам начал что-то делать для нее. То дров наколет, то двор почистит. Отец этой дружбы с соседкой не одобрял и часто кричал на тетю Тоню. К тому же, в последнее время он начал больше пить. При жизни мамы еще старался сдерживаться, а теперь выпивал постоянно. Женя отца уважал, но еще и боялся. Пытался избегать его, если мог. А когда видел, то говорил спокойно и сдержанно, чтобы не провоцировать на крик. Но тому и повод был не нужен. Сергея раздражало даже то, что сын мог долго сидеть на подоконнике и смотреть в окно. Как-то мужчина спросил, зачем он это делает. Тот ответил, что ждет маму, и это еще больше разозлило отца. Он начал кричать о том, что ее уже нет, и никогда не будет. Схватил жену за плечи, затолкал в спальню и закрыл дверь. Мальчик взял книгу, но читать не смог из-за постоянно набегавших слез. Плача, он заснул в кресле. В полусне ему показалось, что мама зашла в комнату и накрыла его пледом. Теперь каждый раз, когда Сергей пытался убедить его в смерти Натальи, Женя не хотел этому верить. В один из дней, когда они в очередной раз поссорились из-за этого, он посадил сына в машину и отвез его на кладбище. Там была могила с фотографией его мамы. Сергей кричал, что больше ему не нужно сидеть на подоконнике и ждать ее. Она уже никогда не придет. В этот момент голос мужчины сорвался. Он заплакал. Женя впервые видел отца таким расстроенным и пожалел его. Он поверил, что мама действительно умерла. Проходили годы. Женя рос добрым и заботливым мальчиком. Весь дом по-прежнему был на нем, а отец в свободное время лишь пил. Запои с каждым разом продолжались все дольше. Иногда вместе кофе на завтрак он брал бутылку пива или рюмку водки. Сергей всегда был на взводе. Приходя с работы, напивался до такой степени, что частенько засыпал прямо на стуле. В конце концов начальство не выдержало, и мужчину уволили с работы. Какое-то время они жили на сбережения, но они вскоре закончились. А Сергей все не мог бросить алкоголь. Чтобы покупать его, он начал продавать вещи. Сначала это была техника, какие-то дорогие предметы. Но со временем почти ничего не осталось, и он начал продавать простую мебель. Дома были лишь 2 кровати, пара стульев и стол. В последние недели Сергей пил все время и почти не приходил в себя. А если и оставался в сознании, срывался на сыне. Сам Женя стал более замкнутым, мало общался со сверстниками, ведь они не понимали его проблем. Зато учился он хорошо. Особенно любил рисование. Постоянно изображал портрет умершей мамы. Так он чувствовал, что она становится ближе к нему. У мальчика был собственный ежедневный ритуал.
После уроков он отправлялся на кладбище, где долго стоял рядом с могилой. Рассказывал маме о том, как прошел его день, об оценках и последних новостях. А вот про папу никогда не говорил, будто это могло расстроить ее. Прошло 10 лет. Сергею потребовалась дорогая операция. Чтобы найти денег, он заложил дом. Даже бросил пить, потому что испугался. Но это не помогло. Он скончался на операционном столе. Сердце не справилось с нагрузкой. С похоронами помогали соседи и бывшие сослуживцы отца. Но на этом беды Жени не закончились. Вскоре на пороге дома появились приставы, которые заставляли его переезжать. Дом был заложен, и банк собирался продать его, чтобы погасить отцовский кредит. Сделать ничего было нельзя, ведь жене вот-вот должно было исполниться 18. Не зная, что делать, он вновь отправился на могилу матери. Стал рассказывать ей о своих бедах, и в этот момент услышал за спиной ее голос. Мать сказала, чтобы он не пугался, ведь она жива. Парень обернулся и увидел ее. Сразу понял, что она не может быть призраком. Ведь за прошедшие годы ее волосы поседели, на лице появились новые морщинки. Он едва не упал в обморок, а Наталья сказала, что сейчас все ему объяснит. Они бросились в объятия друг друга, будто и не было всех этих лет. Женя сказал, что всегда чувствовал. Она жива, а его мать в это время думала о том, что исполнилось то, о чем она мечтала последние 10 лет. Наконец парень набрался смелости и спросил, почему она бросила его. И кому принадлежала могила, в которой он каждый день приходил последние годы. Наталья огорошила его. Это действительно могила его родной матери. Та умерла, едва мальчик успел родиться. А сама она все 8 лет была ему мачехой. Женщина взяла его за руку и сказала, что все объяснит, когда они найдут, где присесть. В кафе они сделали заказ, и она начала свой рассказ. С Сергеем Наталья познакомилась почти 18 лет назад. Тогда Женя только родился, а она влюбилась в молодого вдовца без памяти. Мужчина был внимательным, заботливым и уверенным в себе. Наталья тогда только начала учиться в институте. Сергей быстро сделал предложение, буквально через несколько недель после знакомства, и рассказал о том, что у него есть полугодовалый сын. Девушку это не остановило. Она ответила согласием. Тем более, что сама всегда любила детей. Тратить время на свидания и ухаживание они не стали. Быстро сыграли свадьбу и начали жить вместе. Наталье пришлось бросить институт, ведь первокурснице не дали бы академический отпуск. Но она ни о чем не жалела. Следила за домом и хозяйством, ухаживала за Женей и была счастлива. Все стало меняться через год после свадьбы. Уже тогда Сергей начал выпивать. Сначала редко, потом все чаще и чаще. Стал злиться, уже не был таким внимательным и заботливым. Много ругался и обижал жену. Но она все терпела, ведь уже привязалась к жене и считала его родным сыном. Она и представить себе не могла, что придется расстаться с ним. Пока они говорили, за окном уже начало темнеть. Наталья помолчала, а затем продолжила свой рассказ. Как-то вечером у них погас свет. Сергей в тот день задержался на работе, и женщина отправилась за помощью. Сосед пришел взглянуть, в чем дело. Пока Наталья освещала провода, он копошился в распределительном ящике. Стояли они близко друг к другу, и в этот момент Сергей приехал домой. Было видно, что он уже немало выпил. Увидев жену с другим мужчиной в темноте, он вышел из себя. Набросился на соседа и избил его. Вещи Натальи выбросил в окно и заявил, чтобы она не смела больше приходить. Сказал, что в противном случае убьет жену. Женщина отправилась в своей матери. Больше она замуж не вышла. Она постоянно тосковала по сыну, и иногда тайно приезжала, чтобы увидеть его.
Женя вспомнил, как однажды ему показалось, что мама накрыла его пледом. Тогда он счел это плодом воображения, но теперь понял, что все произошло на самом деле. Наталья рассказала, как жалела, что ей не хватило ума усыновить его, когда был такой шанс. Тогда она смогла бы побороться за опеку. Знала она и о том, что Сергей заказал памятник на могилу первой жены, но изображена на нем была Наталья. Тогда женщина решила, что он окончательно сошел с ума. Но однажды увидела, как Женя приходит на могилу, и все поняла. Отец хотел доказать сыну, что мать умерла. Парень рассказал ей о том, как все эти годы он приходил на кладбище, чтобы поделиться последними новостями. Он не мог понять, почему отец так поступил. Но сейчас это было уже не важно. Женя собрал те немногие вещи, которые были у него, и переехал к маме. Теперь он точно знал, что в будущем у него будет много счастливых моментов. Эта история еще раз доказывает, что настоящей мамой может стать совершенно чужая женщина. А вам знакомы случаи, когда мачеха привязывалась к ребенку как к родному?